В сегодняшнем видео я хочу продолжить тему подзимнего посева цветов и рассказать еще о некоторых неприхотливых и красивых растениях, которые можно посеять семенами в свой сад осенью. Не так давно я уже выпускала подобный ролик, в котором предложила на выбор 30 цветочных культур для подзимнего посева. В нем я также более подробно рассказала о преимуществах и нюансах подобного размножения растений. Посмотреть его можно, перейдя по ссылке, которую я оставлю под этим видео. В данном ролике я лишь хочу немного расширить эту тему и дополнить свой список еще некоторыми не менее декоративными культурами, с помощью которых вы легко украсите свой участок. Как обычно, хочу попросить вас поделиться своим мнением по данной теме. Отдельное спасибо вам за ваши советы и комментарии. И не забудьте подписаться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео. Из наиболее неприхотливых и обильно цветущих культур следует выделить яркую рудбекию и эхиноцею. Современные сорта этих цветов просто поражают своей красотой, красочностью и разнообразием. Очень красивые махровые и высокодекоративные гибриды, которые распускаются уже в первые летние недели и цветут чуть ли не до самых осенних холодов. Семена эхиноцеи и рудбекии можно смело высевать в сад во второй половине октября и в ноябре на заранее подготовленную, чистую от сорняков и рыхлую почву. В этот период вы можете посеять такое холодостойкое растение, как морозник. Его название говорит само за себя. Этот многолетник отличается своим сверхранним цветением, и во многих странах он зацветает уже в январе, радует своими цветами буквально из-под снега. Недаром его еще называют рождественской розой. В средней полосе его цветы появляются примерно в марте-апреле, а некоторые его виды зацветают уже с поздней осени. Но стоит отметить, что семена этого растения должны быть свежими, и срок хранения у них невелик. Просроченный семенной материал, скорее всего, всходов не даст. Для прорастания семян крайне важна стратификация и таким многолетникам, как прострел и адонис. Чтобы не тратить время на эту долгую процедуру, проще семена подобных цветов высадить в открытый грунт уже с осени. Прострел – это красивый травянистый многолетник, который расцветает раньше появления своей листвы. Его цветы бывают голубой, сине-фиолетовой, белой, светло-желтой и даже пурпурной окраски. Не менее декоративный адонис, у которого привлекательны не только яркие цветы до 6 см диаметром, но и резная листва. Многие виды адониса радуют своим долгим цветением с июня по август. Эти растения также лучше размножать только свежесобранными семенами. Совершенно неприхотлива во всех отношениях скабиоза. Ее вы можете также посеять семенами под зиму. Среди этого красивого растения встречаются как простые, так и махровые цветы всевозможной окраски. Многие виды скабиозы зацветают с начала июля и продолжают цвести по сентябрь. Однако редкие сорта, особенно в регионах с суровыми зимами и поздней весной, лучше выращивать рассадным методом. Украсить свой сад можно пушистыми кустиками изумрудной кохии. Это растение также можно смело назвать легким в уходе. За его внешний вид кохию еще называют однолетним кипарисом, а неопытные садоводы даже путают ее с хвойным растением. В молодом возрасте листва кохии нежно-зеленая, а со временем она приобретает розово-малиновые и даже насыщенные багряные оттенки. Хотя среди этой декоративной культуры существуют сорта, которые уже летом имеют красный цвет. Очень советую посеять свой сад обильно цветущий все лето колокольчик карпатский. С помощью этого многолетника очень легко добавить в цветник сине-голубые тона и создать просто шикарный синий бордюр вдоль садовых дорожек или по краю клумбы. Хотя встречаются также колокольчики с белыми и сине-фиолетовыми цветами. Это очень красивое растение, которое не потребует от вас никакого особого ухода, кроме полива в жаркий засушливый период и обрезки кустиков после первой волны цветения. Из красивых и неприхотливых почвопокровников под зиму сразу на постоянное место вы можете посеять серебристую ясколку войлочную. Растение совершенно неприхотливое и засухоустойчивое, непритязательное к качеству почвы. С помощью сизой листвы ясколки и ее обильного цветения белыми цветочками
можно удачно оформить нижний ярус цветника. Особо красиво она смотрится в сочетании с яркими розами. К таким же неприхотливым относится почвопокровная гвоздика. Эти многолетники хорошо выглядят в течение всего сезона, уходя с листвой буквально под снег, и уже ранней весной радуют одними из первых. Единственное, что эти культуры не терпят переувлажнения и посадки в низинах, где возможен застой влаги и скопление талых вод. Не лишним также будет после цветения провести стрижку растений. Посейте под зиму на постоянное место камнеломку. Этот почвопокровник хорошо разрастается пышным зеленым ковром и выглядит всегда декоративно. Особенно красиво камнеломка во время своего цветения, когда ее изумрудный ковер сплошь покрывается мелкими розовыми цветками. Из декоративных многолетников вы можете посеять под зиму красочную аквилегию. Очень красивые ее махровые сорта. Этот неприхотливый цветок легко украсит вашу территорию как на солнце, так и в притененных местах. Не менее эффектные многолетники – Вероника колосистая или Атрис. Эти растения поражают своими яркими, высокими колосовидными соцветиями. Они довольно засухоустойчивые и непритязательные к качеству грунта, за исключением приувлажненных и закисленных почв. Эти цветы всегда выделяются среди прочих на клумбе и особенно красиво смотрятся посаженные группами. Посеять семенами осенью в садах с более мягкими зимами, начиная с климатической зоны 5Б, можно очаровательную вербену. Каких только окрасок не существует у этой декоративной культуры. Эти цветы способны расти как в открытом грунте, так и в кашпо. Хоть этот цветок и является однолетником для садов средней полосы, но его стоит выращивать каждый год. Хотя кустики вербены с похолоданиями можно собрать в прохладное помещение с температурой около плюс 12 градусов, а ближе к весне начеренковать новые молодые растения. Вербена цветет не только ярко и обильно, но и продолжительно. Ее цветы – это настоящее украшение, которые будут радовать вас все лето до глубокой осени. Невероятно эффектная ампельная вербена. Она будет отлично смотреться в подвесных кашпо и на подпорных стенках. Подобных красивых растений, которые можно посеять под зиму, еще очень много. Буду благодарна, если вы поделитесь о них своими знаниями в комментариях. Хочу также добавить, что многие из предложенных сегодня растений можно высевать сразу на постоянное место, предварительно очистив почву от сорняков и добавив в нее речной песок. Для того, чтобы увидеть как можно раньше цветение, над посевами, сразу после того, как сойдет снег, можно установить дуги с пленкой или белым спанбондом. Можно также укрыть посевы еще с осени агроволокном. Единственное, что весной его потребуется вовремя убрать, чтобы всходы не сопрели. У подзимних посевов есть множество плюсов. Это экономия своих сил, места и времени. К тому же такие растения будут обладать более высоким иммунитетом, а также выносливостью к резким перепадам температур и морозам. Посеянные с осени цветы, как правило, более устойчивы к ранним заморозкам и формируют крепкую корневую систему. Из плюсов многие из этих растений у вас зацветут на 2 недели раньше, чем выращенные весенней рассадой. Однако хочу обратить ваше внимание, что подзимний посев не гарантирует стопроцентный результат. Если у вас дорогой покупной семенной материал или вы приобрели редкие сортовые растения, а также если семян у вас мало, лучше не рисковать и посеять их на рассаду в указанные сроки. Я надеюсь, что эти советы помогут вам не только сэкономить силы и время, но и украсить свой участок самыми разными и неприхотливыми в уходе цветами. А если вам эта информация была полезной, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и до новых встреч на нашем канале.